Историческая встреча, состоявшаяся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, знаменует собой поворотный момент в отношениях между Арменией и Азербайджаном, положив начало новой эре, призванной завершить десятилетия конфликта, который принес огромные человеческие страдания и глубокую нестабильность в регион. Под личным руководством и при беспрецедентном посредничестве президента США Дональда Трампа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали текст мирного соглашения. Этот документ, который обе стороны охарактеризовали как исторический, отражает их твердую решимость двигаться по пути мира, хотя окончательное подписание и ратификация еще требуют дополнительных дипломатических усилий и внутренних преобразований. Трамп, выступая после встречи, с гордостью заявил, что это соглашение стало возможным только благодаря его личному участию и непоколебимой приверженности миру, противопоставляя свой успех предыдущим, безуспешным попыткам Европейского Союза, России и даже администрации Байдена. Одним из первых и наиболее значимых шагов, предпринятых сторонами сразу после встречи, стало совместное обращение глав МИД Армении и Азербайджана с просьбой о закрытии Минского процесса. Этот акт не просто символизирует отказ от старых, десятилетиями не работавших переговорных форматов, но и фактически означает окончание эпохи, в которой урегулирование Карабахского конфликта было привязано к определенным международным структурам. Это открывает путь для нового, более динамичного и, как надеются участники, более эффективного процесса, инициированного и курируемого администрацией Трампа. Это изменение парадигмы подчеркивает смещение геополитических акцентов в регионе, где внешние игроки стремятся утвердить свое влияние и предложить новые решения старых проблем. Центральным элементом достигнутых договоренностей является масштабный инфраструктурный проект, получивший название TRIP – Trump Route for International Peace and Prosperity, что можно перевести как «маршрут Трампа ради международного мира и процветания». Суть этого проекта выходит далеко за рамки простого строительства дорог. Он призван стать основой для полного разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, восстановив экономические связи, разорванные конфликтом и открыв новые возможности для торговли и развития. Проект предусматривает создание стратегического транзитного маршрута, проходящего через южную часть Армении, известную как Сюникский регион. Этот коридор обеспечит Азербайджану беспрепятственный коммерческий доступ к его эксклаву – Нахичеванской автономной республике. В рамках соглашения Армения и Соединенные Штаты устанавливают эксклюзивное партнерство для реализации TRIP. Согласно предварительным условиям, США получают исключительные права на развитие и эксплуатацию этого маршрута на срок до 99 лет с возможностью последующей пролонгации. Этот беспрецедентно долгий срок, по словам президента Трампа, является гарантией долгосрочной стабильности и уверенности в успехе проекта, привлекая крупномасштабные инвестиции. Важно отметить, что проект подчеркнуто носит исключительно экономический характер и, согласно заявлениям сторон, полностью лишен военного компонента. Он предусматривает строительство современной железнодорожной линии, многополосной автотрассы, а также прокладку нефти и газопроводов и оптоволоконных линий, что создаст комплексную транспортную и коммуникационную инфраструктуру. Ответственность за строительство и безопасную эксплуатацию всей этой инфраструктуры будет возложена на международный консорциум, который будет выбран американской стороной. Все работы будут вестись американскими компаниями в строгом соответствии с законодательством Армении, что, как неоднократно подчеркивал Никол Пашинян, гарантирует сохранение полного суверенитета и юрисдикции Еревана над своей территорией, развеивая опасения относительно потери контроля над стратегически важным регионом. Проект TRIP воспринимается в Вашингтоне как значительная геополитическая победа Запада и, по сути, стратегическое поражение для России и Ирана. В американских политических кругах не скрывают, что новый маршрут TRIP является прямым вызовом для влияния Москвы и Тегерана на Южном Кавказе. Создание прямого транзитного и энергетического коридора, который свяжет Южный Кавказ с Европой в обход России и Ирана, рассматривается как смелый стратегический ход, направленный на ослабление их региональных позиций.
Американские чиновники открыто говорят о том, что это соглашение позволит США расширить свое присутствие в регионе, где влияние России, особенно после геополитических событий последних лет, заметно ослабло. Уже сейчас, по данным источников, 9 операторов, включая 3 крупные американские компании, выразили серьезную заинтересованность в участии в проекте, что подчеркивает его коммерческую привлекательность и стратегическую важность. Естественно, такой поворот событий вызывает глубокое недовольство и опасения в Москве и Тегеране. Российские и иранские аналитики отмечают, что прямое вхождение США в регион в качестве оператора может означать не просто ослабление, но и фактический уход России с Кавказа в целом. Потеря контроля над этим геополитическим перекрестком, по их мнению, ставит под угрозу саму целостность Российской Федерации, особенно учитывая сложную ситуацию на Северном Кавказе. Иран также выражает глубокую обеспокоенность, так как ТРИП проходит вдоль ирано-армянской границы, что Тегеран расценивает как прямую угрозу своему суверенитету и транспортным коммуникациям, связывающим Иран с Европой. Иранские источники предупреждают, что они могут быть вынуждены предпринять шаги для предотвращения постоянного американского присутствия на своих границах, в том числе силовым путем, если Ереван передаст провинцию Сюник под длительную аренду американской стороне. Эти предупреждения отражают глубину геополитической напряженности, вызванной американской инициативой. Несмотря на парафирование соглашения и общую позитивную атмосферу, на пути к окончательному миру еще остаются серьезные препятствия и разногласия. Президент Алиев на брифинге после встречи заявил, что полноценное мирное соглашение не было подписано окончательно из-за наличия территориальных претензий в Конституции Армении. Он назвал это «домашним заданием» для Еревана и подчеркнул, что подписание станет возможным только после того, как эти претензии будут исключены. Этот вопрос является крайне чувствительным и требует внутренних политических решений в Армении. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в свою очередь опровергла заявление о согласии Еревана на создание коридорных решений, настойчиво подчеркивая, что речь идет об открытии коммуникаций на принципах полного суверенитета и территориальной целостности Армении, а не о создании экстерриториального коридора. Тем не менее, несмотря на эти сложности, участники саммита настроены оптимистично. Пашинян и Алиев выразили уверенность в том, что парафирование текста соглашения в Белом доме дает твердые основания для его скорого подписания. По их словам, этот шаг является убедительной демонстрацией взаимного доверия и решимости. Более того, Ильхам Алиев даже предложил совместно с Николом Пашиняном направить письмо в Нобелевский комитет с предложением удостоить президента Трампа Нобелевской премии мира за его чудесное посредничество в урегулировании конфликта, который длился более 30 лет. Таким образом, встреча в Вашингтоне не только обозначила контуры мирного урегулирования, но и запустила процесс кардинального изменения геополитического ландшафта Южного Кавказа. Регион, десятилетиями находившийся в тени конфликтов, теперь оказывается в центре внимания мировых держав, а его будущее во многом зависит от того, насколько успешно будет реализован амбициозный проект ТРИП. Это соглашение открывает Армению миру, предоставляя ей нового мощного партнера в лице США вместо прежней зависимости от Ирана и России. Оно направлено на создание устойчивого мира и процветания, основанного на торговле и экономическом сотрудничестве, а не на конфронтации. Как отметил Трамп, если стороны столкнутся с проблемами в будущем, он готов вмешаться для их решения, что подчеркивает его личную заинтересованность и гарантию стабильности процесса. В конечном итоге, эта сделка открывает необратимый путь к нормализации отношений между странами под эгидой администрации Трампа, с надеждой на установление более теплого мира не только между правительствами, но и между народами по обе стороны границы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.